скорость 0,11, ожидаем касания. Принято. Решили гелиосистему поставить, чтобы летом ток экономить. Ну и начали шустрить интернет в поиске вариантов. Результаты особо не обрадовали. Системы, способные выполнить эту функцию под ключ, начинаются от 8000, что с доставкой, магистралью, монтажом выйдет под десятку. Если уже на старте срок окупаемости вызывает уныние, то дальнейшая эволюция заводских систем с этим понятием имеет мало что общего. В какой-то момент производитель вообще ложит болт на экономическую обоснованность собственных изделий и ничем себя не ограничивает. Мы распотрошили рабочий бойлер, внесли кое-какие изменения в его внутреннюю компоновку разбора воды с учетом сезонной эксплуатации, вскрыли термокраской с запеканием в камере, заменили ремкомплект, собрали обратно. Агрегат устанавливается на удлиненные уголки от кондиционера, торчащие хвосты которых служат местами для крепления зеркал. Внешний кожух изоляции был заменен на прозрачный и смонтирован в обратном порядке. Теперь предстояло установить ее в пятиэтажной коммуналке, запитывая квартиру, расположенную на втором этаже. По плану, магистральная вода попадает на крышу через вентканал, вытесняя горячую, которая, опускаясь тем же путем, заряжает домашний бойлер, питающий потребителей. А что, так можно было, что ли? Идея использования индивидуального вент-канала ванной комнаты по двойному назначению выглядит заманчиво. Прямой, короткий путь к солнцу, защищенный и скрытый, с минимальным ущербом для самой вентиляции, как будто для этой роли и создавался. Сможет ли система тащить сезонную потребность в ГВС без электричества, узнаем в следующем выпуске. На вопросы в комментариях отвечу в нем же. Всех с легким паром, пока!